один-два раз и еще раз о картинах и еще раз про фокус и обман. Трудно обойти негативную окраску слова «обман». Умышленное введение в заблуждение. Ложь, то есть нечто противоположное правде, истине. Но иногда обманываться рады. В конце концов, никто же действительно не считает картину окном в реальный мир, как это провозглашалось у итальянцев времен Возрождения, или, как у голландцев Золотого века, зеркалом реальности, то есть тоже отражением видимого мира. Когда речь идет о станковой масляной живописи, у художника есть двухмерная картинная плоскость обозримого размера. Это сцена, где ему предстоит показать фокус, используя реквизит. Его инструментарий включает традиционные материалы, доска, правда, с системой шпонок или паркетажа, чтобы не деформировалось, подрамник, правда, с колками, клиньями, чтобы можно было подтягивать провисший холст. Тоже фокусы своего рода. Краски, разбавители, кисти, лаки. Есть и более экзотические приспособления: лекало, муштабель, мастихин, пульверизатор. И менее афишируемые системы линз, масштабные сетки, пантографы, камеры обскуры, люциды, вплоть до фотоаппаратов и проекторов. Серов, вообще, когда работал над вторым вариантом портрета Николая II для переноса изображения, спроецировал негатив на фотоэмульсионный слой, а потом уже писал. И что? Не все фокусники выдают свои секреты, а то ведь магия исчезнет. Джим Стейнмейер, один из ведущих мировых дизайнеров иллюзий и театральных спецэффектов, в книге «Искусство и ловкость рук» предупреждает, что фокусники не столько защищают свои секреты от публики, сколько публику от своих секретов. Многие фокусы опасны для жизни, требуют особой подготовки, знаний и оборудования. И это помимо возможного разочарования зрителей из-за утраченной веры в чудо. Некоторые старинные приспособления применяются и сейчас, но это уже не просто реквизит фокусника, костыли и уловки, невидимая часть художественного процесса. Это становится новой философией, уникальным приемом, творческим методом и сознательным элементом авторского стиля. Так, например, современный художник Хуан Рамес натягивает масштабную сетку, гратикулу, как называл ее Антонио Манчини. Такая масштабная сетка помещалась перед натурой и перед чистым холстом. Да, кажется, это все еще старый способ поделить большую проблему на части, известный со времен да Винчи, уже модернизированный Манчини в XIX веке. Перенести рисунок, повторяя каждую клетку, это выглядит не так пугающе, поскольку нарисовать что-то в границах 5 на 5 сантиметров вполне подъемно. Мы с большой долей вероятности можем гарантировать максимальную внимательность, аккуратность, концентрацию, когда речь идет о таком маленьком фрагменте. Мы даже можем не понимать, что рисуем, пишем, и повторить этот кусок пазла, не вникая в суть, полностью отдавшись его абстрактной структуре. Но от фрагмента к фрагменту мы приближаемся к результату, и это то, что вселяет в нас оптимизм. Нам нравится результат, когда мозаика начинает собираться. К тому же, так можно быть уверенным, что и большие пропорции массы будут изображены верно, если натура не будет кардинально меняться. Однако это еще не весь фокус. В данном случае сетка на холсте может участвовать в создании особых живописных эффектов, не прокрасов, особой фактуры, из-за чего готовая картина приобретает сходство с мозаикой или с пиксельным изображением, кому как нравится. В современном мире нас окружает совершенная фотография, этот вечный антагонист живописи, фотография с ее четкостью, законченностью, идеальными заполнениями, мягкими размытиями, где даже грубые фактуры, обработанные сейчас в графических редакторах, уже так регулярны и равномерны, доведены до идеала.
А масляная живопись все еще претендует на ручное исполнение, на случайность, основанную на человеческом факторе, ну или имитирует его, да? А потому умышленные дефекты, такие непрокрасы, процарапывание, деструкция, обнаженная техника приема стали узнаваемым элементом современного метамодернизма. И все это своего рода переработка старого фокуса. Nihil sub sole novum, ничего нового. Или это второй уровень обмана. Как превратить случайно раскрытый секрет фокуса в часть театрального выступления? Ай-яй-яй-яй, мальчик выбежал на сцену к Игорю Кио и открыл ящик, где пряталась женщина. Вполне целая, нераспиленная женщина. Ну что ж, сохраним лицо, сделаем вид, что так и было задумано, а на следующем выступлении это будет уже подсадной мальчик, и разоблачение фокуса станет частью шоу. Очень тонко и внимательно написаны цветы, собранные в букет. Детализация и убедительность каждого фрагмента отвлекают нас от принятия того факта, что эти цветы не растут в одно время, и понимание смысла картины лежит в другой плоскости, но, вероятно, в плоскости символов. Расшифровка не лежит на поверхности. Это фокус, все грани которого мы еще не распознали. Художник выстраивает пространство, вводит персонажей, фактурные детали. Мы практически слышим, как герой рассказывает очередную историю Мюнхгаузена, верит в которую, только, пожалуй, вот тот простачок, молодой охотник в неподходящих для охоты сапогах. Магия картины сработала, мы увлечены самим действом. Это, правда, жутко убедительная сцена, практически поставленная самим Станиславским. «Верю», — говорит зритель, довольный, что не так наивен, как молодой человек на картине. Однако Василий Перов, хорошо разбирающийся в тонкостях охоты, он даже сотрудничал с профильным журналом, задумал обман другого порядка. Расставил силки для зрителя. Он, как фокусник, отвлек наше внимание, а сам рассказал историю Мюнхгаузена для нас, наполнив картину явными охотничьими несуразицами. Внимательные зрители давно отметили, что заяц-русак и рябчик вряд ли стали бы трофеями одной охоты, разные места обитания. Охотничий рожок нужен для созыва гончих, а в кустах шарится одинокая, максимум легавая или борзая. Но там, где есть гончий и рожок, в такой охоте ружье ни к чему, который, кстати, ни один охотник так бы в землю не положил, дульной частью в грязь. Это рождает новую волну вопросов, кто над кем потешается, кто кого обманывает и какой уровень обмана мы, как зрители, готовы принять. И еще один обман, который, возможно, разгадали постоянные зрители канала. В этом ролике я показал только одну подлинную вещь, картину. Остальное это были живописные копии и имитации старинной живописи сносного качества. Ведь на экране смартфона или даже на большом мониторе это ведь не то же самое, что смотреть вживую. И я говорил, кстати, об этом. С другой стороны, эти копии и в реальном мире вводили в заблуждение некоторых экспертов, невооруженных специальными приборами, микроскопами, спектрометрами, ультрафиолетовыми, инфракрасными излучателями. Так что зрители на выставках получали удовольствие перед такими картинами, осознавая фокус и принимая обман. А счастливые обладатели, коллекционеры не кричали на каждом углу: «У меня Репин на кухне висит». Но, проходя каждое утро с чашечкой кофе мимо такой хорошо исполненной копии, они думали: а неплохо Репин-то писал. Пойду в гостиную, на Маковского посмотрю. И действительно пошли смотреть.